Филадельфия никогда не спала спокойно, но ночь с 3 на 4 июля 1776 года была особенной. Город словно замер. Жители чувствовали тревогу, которую не могли объяснить. По улицам шепотом передавались слухи. Кто-то видел странные фигуры в капюшонах, другие слышали гул под землей, третий клялся, что видел, как из окна зала заседаний свет пробился сквозь закрытые ставни. Эта ночь стала не просто переломной в истории, но и окутанной мистикой, которую потом постарались забыть. Континентальный конгресс собирался в зале, куда не допускались посторонние. В здании царила тяжелая атмосфера, не только политическая, но и физически ощутимая. Очевидцы, писавшие об этой ночи в дневниках, упоминали о душном, давящем воздухе и ощущении, будто стены дышат. Свечи коптили так сильно, что стекла мутнели. Казалось, сам воздух не хотел впускать свободу. Один из слуг, присутствовавший поблизости, позже рассказывал, что видел, как из здания Конгресса выходил человек, лица которого никто не мог разглядеть. Его одежда была старинной, как будто из другого столетия. Он исчез за поворотом улицы, и никто больше его не видел. Эта история долго считалась бредом, пока другой очевидец не описал почти идентичную фигуру, замеченную той же ночью. Интересно, что в последующие годы несколько свидетелей той ночи упоминали странные совпадения. Часы, остановившиеся ровно в полночь, животные, бежавшие от центра города, и письма, написанные с ошибками, как будто авторы находились под гипнозом. Но самое странное заключалось в молчании. Некоторые делегаты отказывались говорить о деталях ночи до самой смерти. Так почему же ночь, подарившая миру декларацию, стала столь тяжелой для ее свидетелей? Некоторые считают, что именно в эту ночь на бумагу легли слова, которые навсегда изменили не только страну, но и кое-что куда глубже, чем просто политика. Тайные знаки. Декларация независимости хранится в национальных архивах, как святыня. Но взглянув на нее внимательнее, исследователи начали замечать странные детали. Мелкие символы, еле заметные изгибы чернил, линии, которые при определенном освещении складываются в формы. Сначала это казалось игрой света, но с развитием цифровой техники оказалось, в документе действительно присутствуют элементы, не относящиеся к тексту. Один из таких элементов, едва заметный символ, похожий на глаз в треугольнике, спрятан в завитке заглавной буквы «Т». Он появляется только при определенном ракурсе освещения и выглядит как часть декоративного начертания. Однако сравнение с масонской символикой дает пугающее совпадение. Это не орнамент, это знак. И таких знаков в тексте несколько. Другой случай связан с подписью Джона Хэнкока, самой известной, самой крупной. Почему он подписал настолько крупно? По одной из версий, он хотел, чтобы его подпись увидел сам король Георг. Но цифровая обработка показала, при увеличении масштаба можно рассмотреть мелкие точки, расположенные вдоль букв, как будто это была система координат или шифр. Программисты, изучавшие структуру линий, обнаружили, что расстояния между ними соответствуют буквам другого алфавита. Некоторые исследователи предполагают, что подобные элементы не просто прихоть. Возможно, те, кто создавал документ, знали, что за ним будут следить не только люди, но и те, кто владеет другим способом чтения. Не буквами, а символами. Такая идея может показаться странной, но вот я услышал, как рядом остановилась машина, незнакомец с камерой. Может ли быть так, что декларация — это не только заявление о свободе, но и зашифрованное послание? Если так, то остается вопрос, для кого оно предназначалось? Пропавшая подпись. История, о которой мало кто знает. Изначально среди подписантов декларации числился некий Уильям Уильямсон. Его имя появлялось в предварительных черновиках и даже в записях некоторых делегатов. Но когда пришло время подписывать окончательный вариант, он исчез. И не просто физически. Он словно растворился в воздухе. Ни писем, ни упоминаний, ни тела. Некоторые считают, что он отказался подписывать документы, испугавшись последствий. Другие утверждают, что он исчез при таинственных обстоятельствах, связанных с его перепиской с некими европейскими агентами. Его дом был найден опечатанным, а семья уехала буквально через ночь после его исчезновения. Все документы, связанные с ним, были уничтожены или бесследно исчезли. Наиболее пугающей частью этой истории стал дневник его соседа, найденный в архиве только в середине 20 века. В нем говорилось: «Сосед мой Уильям вышел ночью. Свет в его окне горел до рассвета. Потом все стихло, а утром на его двери появился странный знак, которого никто не смог стереть несколько дней». Какой это был знак, не уточнялось, но рисунок в дневнике напоминает символ, который позже появился на печати одного из масонских орденов. Именно с исчезновением Уильямсона начали распространяться слухи о черной подписи, таинственном месте на оригинале, где должно было быть еще одно имя, но бумага там потемнела, как будто обожжена. Архивисты утверждали, что никакой подписи там никогда не было, но исследователи настаивали. Там была пустота, но не случайная. Если подпись и правда исчезла, то что за сила могла стереть ее не только с бумаги, но и из самой истории? Заговор масонов?
Связь отцов-основателей США с масонами документально подтверждена. Бенджамин Франклин был членом ложи, Джордж Вашингтон тоже. Но был ли сам документ, ставший основой новой страны, написан под влиянием масонских идей? Все указывает на то, что да. И это может означать, что в его формулировках скрыт более глубокий смысл. Исследование символики текста и архитектуры зала, где проходило подписание, показывает прямые параллели с масонскими ритуалами. Даже расположение мебели и направление, в котором сидели делегаты, соответствовали шаблонам Великого Собрания. Само здание по своей геометрии напоминает план масонского храма. Совпадение? Один из наиболее интересных моментов — 13 колонн входа в здание по числу колоний. Но масоны верили, что 13 — число посвящения. Именно в таком контексте появляется легенда о том, что только посвященные могли понимать истинный смысл текста декларации. Остальные видели только красивую риторику о свободе. Многие формулировки документа, если читать их с масонской точки зрения, обретают новый смысл. Например, фраза «все люди созданы равными» в контексте ритуала означала, что они равны перед великим архитектором Вселенной, а не перед законом. Этот нюанс может полностью изменить понимание философии отцов-основателей. Но если декларация и правда была создана под влиянием тайного братства, то может ли быть, что в ней зашифровано нечто большее, чем просто политическое заявление? Невидимые свидетели. Не все, кто присутствовал при подписании декларации, оставили след в официальных списках. Архивы упоминают только 56 человек, но историки находят намеки на большее количество присутствующих. Кто эти невидимые свидетели? Почему они не оставили подписи, но оказались рядом в момент одного из самых важных событий в истории? В дневниках секретарей упоминаются приглашенные гости, чьи имена не были записаны. Один из охранников позже рассказывал, что видел, как в зал прошли трое мужчин, не назвавших своих имен. Их лица были скрыты, и когда он попытался остановить их, один из них просто показал перстень, после чего охранник отошел в сторону, как под гипнозом. Некоторые версии утверждают, что это были представители тайных европейских обществ, заинтересованных в независимости Америки, но вовсе не ради свободы. Другие, что это были посредники между отцами-основателями и кем-то выше. Их присутствие не было зафиксировано, потому что их не должны были помнить. И все же след от них остался в обрывках писем, в странных записях, в упоминаниях третьей стороны. Почему эти фигуры не были зафиксированы официально? Возможно, они выполнили миссию и исчезли. Но возможно, и это куда тревожнее, они продолжают следить за тем, чтобы дух декларации никогда не раскрыл свои настоящие тайны. Черновик Джефферсона. Томас Джефферсон начал писать черновик декларации в уединении, скрываясь от посторонних взглядов. Несколько дней он провел в своем кабинете, практически не выходя на улицу. Согласно сохранившимся письмам, его почти никто не видел в этот период. Окна были зашторены, и свет в его доме горел до глубокой ночи. Что именно происходило в эти часы, до сих пор предмет споров. Первоначальный черновик Джефферсона сохранился частично, и в нем немало странностей. Некоторые строки были вычеркнуты так тщательно, что их удалось восстановить только с помощью инфракрасной съемки в 20 веке. Одна из таких фраз: «Мы обязаны повиновением лишь тем, кто возвышается не плотью, но разумом над прочими». Эта формулировка вызвала множество интерпретаций, включая теории о существовании элит, руководящих из тени. Также обнаружены участки текста, переписанные несколько раз, с разным смыслом. Особенно странной кажется строка, где Джефферсон сначала написал «все люди созданы разумными», но позже заменил на «равными». Это изменение кажется не только стилистическим, оно меняет суть. Возможно, кто-то настоял на замене, чтобы скрыть изначальный философский замысел. Интерес вызывает и бумага, на которой был написан черновик. Анализ показал наличие следов веществ, не характерных для того времени, микроскопические следы меди и неизвестного органического соединения. Ученые пока не смогли точно определить, откуда они могли взяться, но не исключено, что Джефферсон использовал чернила особого состава. Возможно, для того, чтобы сделать часть текста невидимым без специального проявителя. Черновик — это не просто черновик. Это дверь в сознание человека, написавшего один из самых важных документов в истории. И чем глубже мы заглядываем в него, тем больше вопросов возникает. Особенно о тех строках, что были стерты навсегда. Или почти. Код Джефферсона. Не каждый знает, что Томас Джефферсон был не только политиком и философом, но и изобретателем. Его самым загадочным изобретением считается так называемый диск Джефферсона — устройство для шифрования, состоящее из множества вращающихся дисков с буквами. Оно позволяло скрывать сообщения за сложным кодом, который невозможно было расшифровать без знания ключа. Вопрос, который мучает исследователей до сих пор: использовал ли Джефферсон свой шифр при создании или распространении декларации? Документов, указывающих прямо на это, нет, но косвенные свидетельства есть.
есть. Один из помощников Джефферсона упоминал в письме. Механизм, который поворачивается, чтобы закрыть истину от глупцов и раскрыть ее для достойных. Некоторые исследователи попытались применить шифр к тексту декларации, особенно к частям, которые выглядят стилистически необычно. Например, последовательность слов «подчиненные, но непокорные» в контексте звучит странно. При кодировании этих слов с использованием предполагаемого ключа получается фраза «тайна открыта не всем». Это может быть совпадением, может быть и нет. Более того, найден документ, датированный июлем 1776, написанный в зашифрованной форме с применением принципа диска. Он был направлен некоему Эдварду Рутледжу, одному из подписантов декларации. Документ до сих пор расшифрован лишь частично, но там упоминаются истинные слова, скрытые в видимом, что вызывает закономерные подозрения. Если Джефферсон действительно внедрил шифр в текст, это может означать, что декларация — двойной документ. Один для истории, второй для посвященных. Голоса под землей. Филадельфия конца XVIII века — это не только улицы и здания. Под городом существовала сеть подземных ходов, катакомб и тоннелей, вырытых еще в колониальные времена. Официально для дренажа и укрытия от нападений. Но неофициально они использовались и для более загадочных целей. Многие из этих тоннелей проходили под зданием, где была подписана декларация. Современники писали о звуках, которые доносились из-под пола. Шорох, гул, как будто кто-то говорит, но слов не разобрать. Один из охранников поздно вечером даже сообщил, что видел человека, выходящего из люка у заднего входа здания. Когда он заглянул туда, люк вел в никуда, будто закрылся. Исследования начала 20 века подтвердили наличие незафиксированных проходов под залом. Некоторые из них обрушились, другие были замурованы. И все же вопрос остался, зачем они использовались в ночь 4 июля. Согласно письму Джона Адамса, часть информации поступила и была унесена не через двери, но под ногами. Возможно, именно через эти тоннели передавалась закодированная информация. В отдельных дневниках встречаются упоминания о втором собрании, якобы параллельные встречи в подземелье, где обсуждались не только независимость, но и планы на будущее устройства страны. История это отрицает, но некоторые следы в старых документах заставляют усомниться в официальной версии. Если подземные ходы использовались в ту ночь, то возникает вопрос, кто именно был их пассажиром? И какие слова были сказаны там, в темноте, вдали от света свечей и ушей истории? Охота за декларацией. После того, как Декларация независимости была подписана, ее судьба едва не закончилась трагически. Оригинальный документ несколько раз пытались уничтожить или похитить, и не всегда это были враги Америки. История умалчивает о ряде инцидентов, которые до сих пор не имеют официального объяснения. Первый случай произошел в 1793-м. Документ находился в Филадельфии, когда вспыхнула эпидемия желтой лихорадки. В хаосе декларация была утеряна на несколько дней. Потом ее нашли в подвале одного частного дома, завернутую в холст. Никто не знал, как она туда попала. Владельцы дома утверждали, что впервые ее видят. Второй инцидент — 1810 год. Пожар в здании Государственного департамента. Все документы были уничтожены, кроме одного. Декларация осталась нетронутой. Более того, позже выяснилось, что за день до пожара ее переместили в другую комнату. Кто дал приказ? Неизвестно. Самый тревожный случай в середине 20 века, когда неустановленный человек попытался подделать оригинал. Использовалась подделка на старинной бумаге с идентичными чернилами. Вопрос: зачем? Чтобы подменить или чтобы расшифровать оригинал с помощью копии? Некоторые версии говорят о тайной организации, которая следит за тем, чтобы декларация не попала в чужие руки. Организация эта не имеет названия, но фигурирует в документах как «Круг 13». Их цель — охранять не только текст, но и то, что в нем спрятано. Но если кто-то охраняет документ, значит есть от кого его прятать. И что именно хотят узнать те, кто пытался его похитить? Огненные письма. В XVIII веке среди ученых и дипломатов было распространено использование невидимых чернил. Одним из популярных способов было применение чернил, проявляющихся только при нагревании. Такие письма называли огненными, из-за необходимости поднести к ним огонь, чтобы прочитать сообщение. Один из самых известных экспериментов связан с Бенджамином Франклином, который обучал молодых агентов использовать этот метод. Но что, если и декларация имела подобную версию? Согласно воспоминаниям некоего доктора Прайса, помощника делегатов, один из экземпляров документа вспыхнул при сушке у камина. Он не сгорел, но на белой бумаге проступили новые слова. Этот инцидент долго считался легендой, пока в 20 веке не был проведен инфракрасный анализ нескольких копий.
У двух из них были зафиксированы следы надписей, которых нет в видимом спектре. Некоторые из них читались как «истина выше закона» и «скрытая внутри ясно лишь при свете жертвы». Символика этих фраз остается предметом споров. Есть теория, что часть писем между подписантами содержала инструкции по дешифровке альтернативного текста. Эти письма сжигались после прочтения, но упоминания о них сохранились в записках. Один из таких фрагментов: «Формулировки просты, но только те, кто знает, где искать, увидят их пылающий смысл». Если огненные письма действительно существовали, значит, некоторые из самых важных слов истории так и остались невидимыми для большинства. И, возможно, ждут, когда кто-то вновь поднесет к ним огонь. Печать с подвохом. Большая печать Соединенных Штатов — это не просто государственный символ. Это тщательно продуманная композиция, утвержденная спустя 6 лет после подписания декларации. Лицевая сторона всем известна. Белоголовый орлан, щит, стрелы, оливковая ветвь. Но обратная гораздо более загадочная. Именно она вызывает наибольшее количество теорий и недоумений. На обратной стороне изображена пирамида с всевидящим оком на вершине. Под ней надпись на латинском «Novus Ordo Seclorum» — «Новый порядок веков». Но почему такая символика была выбрана в официальной печати молодой республики и кто настоял на ее включении? История утверждает, что дизайн предложил Франклин вместе с масонскими коллегами. Однако сохранились письма, в которых он настаивал на более библейской символике с изображением Моисея. Появление пирамиды с глазом противоречит его первоначальному замыслу. Значит, кто-то другой внес корректировки. Некоторые историки утверждают, что этот элемент был заимствован из мистических европейских учений. Особенно часто упоминается так называемый Орден Света — тайное общество, существовавшее на границе Франции и Германии. Их символика совпадает с изображением на печати почти в точности. Совпадение или сознательный жест? Если печать и правда несет в себе тайный смысл, то, возможно, она не просто символ страны, а ключ к тем идеям, которые скрыты в декларации. Вопрос лишь в том, кто именно должен был этот ключ использовать. Миф о буре. Согласно одной из легенд, в момент подписания декларации над Филадельфией разразилась сильнейшая гроза. Молнии вспыхивали над залом заседаний, гром сотрясал стекла, а небо будто раскололось. Это звучит как красивая литературная вставка, но свидетельства современников заставляют задуматься, а была ли это просто погода? Несколько дневников, принадлежащих местным жителям, содержат описание той ночи. Люди писали, что воздух гудел, птицы не пели, даже ворон не слышно было. Земля дрожала, как при маршах армии. Один купец упомянул, что в момент удара молнии его часы остановились ровно на полночь. Интересно, что по некоторым данным в зал заседаний ударила молния, когда был зачитан окончательный текст декларации. Каменный фронтон здания получил трещину, которую заделали лишь спустя десятилетия. Об этом упоминал в письмах один из рабочих, нанятый позже для реставрации. Ученые объясняют это простым совпадением. Но мистики видят в этом знак, как будто природа, сама Вселенная, отреагировала на рождение нового порядка. Некоторые даже утверждают, что за день до подписания в небе видели странный сияющий круг, похожий на гало, но ярче и с движущимися тенями. Если все это просто совпадение, то они удивительно точно легли в момент, когда Америка определила свою судьбу. Но если нет, то, возможно, сам акт независимости стал не просто политическим жестом, а чем-то куда более масштабным. Наследие тьмы. Прошло почти 2,5 столетия с той ночи. Декларация давно стала учебником, символом свободы, равенства и независимости. Но под слоем официальной истории остаются вопросы. Слишком много совпадений, исчезновений, шифров и теней, чтобы списать все на случайность. Многие исследователи утверждают, в декларации скрыто не только политическое послание, но и философское, возможно, эзотерическая концепция. Документ написан так, чтобы его можно было читать на нескольких уровнях. Для обычных граждан это манифест свободы, для просвещенных — руководство, для избранных — зашифрованный код. Не случайно те, кто создавал США, были не просто политиками. Это были ученые, масоны, алхимики, философы, дипломаты и шифровальщики. Их намерения, возможно, выходили далеко за пределы войны за независимость. Вопрос не в том, были ли тайны вокруг декларации. Вопрос в том, сколько из них до сих пор активны. Сегодня, когда документ лежит за стеклом в архиве, миллионы людей смотрят на него, но видят только слова. Лишь единицы продолжают искать в них то, что осталось незамеченным. Возможно, именно в этом и заключен его настоящий смысл — быть тестом на внимательность, разум и готовность увидеть больше. И если мы действительно хотим понять, что такое свобода, возможно, стоит снова взглянуть на декларацию. Но не глазами современника, а глазами тех, кто оставил в ней след тьмы. След, который никогда не исчезал.